Парни готовят лодки, отмывают после длинной дороги. Мы же готовимся все это хозяйство, вот это все хозяйство, готовимся через весты запустить. У нас залито 10 литров бензина. На этот бензин 200 миллилитров масла, то есть 10-200. И будем замерять скорость и сколько километров пройдем. Километраж замерим. После этого поменяем на насадку. То есть насадку Jet Wolf поменяем на улитку китайскую. И сделаем все то же самое. Ну и проведем впоследствии тесты на тягу на швартовых. Поменяем сопла, посмотрим, как на различных соплах какая скорость будет. Ключ на старт, запись трека. Ну что, момент истины, когда? Проверяет топливо, чтобы по топливу вопросов не было. Так, идем 33,8, максимальная скорость была 36. Сколько прошли? Пока 8,66. Еще пара литров осталось. Прошли чуть немного больше 11 километров. Идем до сухого бака. Скорость 33,8, стабильная. Обороты полные. Так, ну все, момент истины. Покажи, бар. Ну все, там, можно сказать, нет бензина. Так, смотрим, фиксируем результаты. Прошли 15,5 километров. 15 километров, 460 метров. У меня 15,5 показывает. Но у тебя менее точно. Максимальная скорость 36,5 километров в час. Сейчас начинаем другие эксперименты. Все на камеру. 10 литров 200 миллилитров израсходовали топливо. Так, давай. Есть предложение сейчас по СИО скорость замерить. Ой, не по СИО, а по соплам. Меняем одно, второе, третье, меряем скорость. Да? Вот. На каком баке? Да-да-да, на внешнем баке. Короче, это, отбросила точно нормально. Вот я сейчас подпикаю, она нигде не травит. Она за секунду пустая становится. Ты тебя качнул? Мы сейчас все проверим. Просто внешний бак подцепим и все проверим. Так, чем занимается Саша? Саша сейчас меняет
сопло на водометной насадке. Будем мерить скорости. Сейчас с 70-ки поставим 66-й, потом 68-й, потом 78-й. Таким образом замерим различные показатели при загрузке. Сколько у нас килограмм получилось? 562 килограмма. 562 килограмма. 562, да. Все запомнили. Давай, показывай топливо. Все, залили. А Так, не что, да- начнем с 66-го? Да, давай с 66-го начнем. 3 лисочек средняя, да? А, слушай, а что мы паримся? Давай 68-ю открывай. Почему? 68, 66, потом 72. Насадка 68. Сопло. Сопло ставим, меняем с 70 на 68, потом поставим 66, а потом 72. И на каждом замерим скорость. 562 килограмма загрузка у нас есть. Павел под рисочку сейчас дольет, чтобы было ровно 10 литров, 200 миллилитров. Вы сказали, да, что в насадке стоит турбоимпеллер. Да, турбоимпеллер вещь. Хотя вот для такой воды не очень обязательно. Ну, От винта держи. медленно толкаете 1 километр в час. Так, 562 килограмма загрузка, 68 сопло поставили, скорость сверху. 33,3, 33,4, 33,5. Скорость против течения. Максимальная скорость была 33,4. Идем специально по прямой. Сопло 68. Тут максимальная 33,8 была. Так, сейчас остановимся. Проверим скорость на течении. Итак, против течения у нас получилось 33,8. Сопло на насадке GVO 140. Сопло 68. Скорость 7,5 километров в час скорость. Все, сейчас мы пройдемся и скорость вниз померим. Уже заводимся. Идем по течению. Стабильная скорость 45,2, 45,8. В общем, вверх мы поднимались 33,8, это максимальная скорость. 33,8 максимальная скорость вверх загрузки. Скорость течения 7,5 километров, 7-7,5. Вниз получается максималка 45,7. Ну такая стабильная 45. Вот. Такие результаты. Ну что, сейчас 66-ю ставим. Тяжелее на глиссер сразу выходит, но скорость выше получилась. 66-ю ставим после 68-го. Сейчас на 66-м замеры проведем. Так, держи. Это ж сопла. А не как говорит Евгений Владимирович, сопла. А, нет, я сказал-то по-другому. Замена. Вот на этой сопле А как сказать на мы этом? прошли на этом сопле. На этом сопло, что ли? Нет, на этом сопле. Так, сбросили результаты. Сейчас будем проверять. Ну давайте. Ключ на старт. Да. Напоминаем, скорость течения 7,5 километров в час. В прошлый раз было 33,8 по этому же маршруту. Сколько сейчас? 33 максимально. Интересно. Ну идем еще. Сколько прошли метров? 400-500. Ну еще метров 200-300 пройдем. Скорость упала. На 66-м
В общем, теория у нас наша не подтверждается пока. Скорость снизилась. Скорость снизил чуть-чуть. То есть Вверх 33,4 на 66-м сопле, на 68-м было 33,8 максимально. значительно, но снизил. Вот. И вниз тоже снизилось. 44,3. 44,3 получилось. Ну давай, ставим 72 и проверяем. А потом, наверное, на 70-ке еще один замер сделаем. 72 сопло. Сейчас проведем очередной тест. Уже с 72-м соплом. Посмотрим, какие показатели будут по скорости. Что по скорости? 34,2 уже. О! Ничего, пожарим. 34,2. Так, ну все, разворачиваюсь. Запоминаем, 34,2 было максималка. Так, ну что по течению у нас? Пока максимальная 45,4. Все равно выше. Слушай, ну вообще класс. Что там максимум был? В общем, по течению было 34,8, да? 34 Против течения. Против течения. Против. 34,2. Но это больше, чем на всех 34,2. других. И по течению 45,7 максимум. Тоже больше, чем на всех других. То есть самый лучший результат. И выскочили в глиссировании Да, получше. лихо. Причем 562 килограмма. То есть, ну, нормально. Да. Итак, момент истины. Поставили, вернули стандартное сопло 70-е. Так, 1,8 уже лучше. 2 километра, отлично. О, 35. Так, Что? Есть контакт? 32,8. Самая низкая скорость, но она просто всегда 32. Покажи. Опа, 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 вот что-то пошло. и 6. 46,6. Здравствуйте. А вы как тут где оказались? Ну, в общем, не совсем все понятно. Вверх мы поднимались медленнее всех. 32 там. Ну, один раз 33,5 было. но это на 33,5 секунду, максималка на секунду это было. А так 32. 32 вот в стандарте. Медленнее, чем на всех других. Но вниз быстрее всех 46,6. Ну, было 47 максимум. На какой? На 68 было, по-моему, 47. Ветер, да. Ну, может, ветер, потому ну, не сильно. Ну, в общем, закончили тесты. Сейчас едем. Я думаю, что на 70-й будем все-таки, так как она стандартная является, на 70-й будем на швартовых тягу мерить. На остальных смысла как бы особого нет. Надо играть полностью тогда комплектами. Не только соплами, но, в принципе, и обечайками, и импеллерами. Делаем заключение. Механики не зря сделали это сопло стандартным для этого мотора. Конструктор. Конструкторы, да, точнее, конструкторы. Ах ты, шляпа. Тяжелая эта работа. Из болота тащить бегемота. Так, и что мы делаем? А делаем мы следующее. То есть мы снимаем накладки на глушитель, на выхлоп, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный выход отработавших газов в атмосферу, чтобы они в воду не попадали
и не попадали после этого в забор воды. Соответственно, более чистый эксперимент получится. Не будет у нас никаких прохватов, чтобы исключить лишние прохваты. Орать, конечно, она будет по-дикому. Ну, ничего с этим не поделаешь. Вот так выглядит Не надо в воде. выход выхлопа Он заяц как в воду. Там тряпка лежит на О, вот Так он. выглядит. Вот так выглядит выхлоп. Выхлоп на после пальцах. масла сбился. Покажи эти накладки. Вот такая вот оригинальная форма накладочек на выхлоп. Сейчас будет много шума. Мы их сняли специально для того, чтобы сюда не попадал выхлоп и не засасывал в водозабор, чтобы исключить влияние выхлопных газов на плотность струи. Так, замер тяги на швартовых. У нас 0 на весах. Веревочка натянута. Сергей Владимирович, газ на вас. Я вот что предлагаю. Может быть, поднять на одно отверстие еще? Я тоже думал. У нас струя, там же 2 отверстия. 5-е отверстие. Пятое отверстие. Было на третье. Сколько там было? 200? Было на 3-й 198-200. Завожусь, да? Да, запускай. Так, это было у нас 5-е отверстие и 230 килограмм в максимуме. Я думаю, что нужно 6-е попробовать. Так, 6-е. Последнее отверстие, самое верхнее. Тяга на швартовых. 3-я попытка. Так, а сколько было на пятом? 230 килограмм, да? Было 230, да. А на 3-м было максимум у нас 200. Ну, максималка также 230, а стабильно 223. Ну, то есть не поменялась тяга, да? Нет, тяга особо не поменялась, но вот сырость на мне очень сильно увеличилась. Так, сейчас у нас задача поставить на насадку китайского производства Сипро VT50. Вот, и замерим прямо здесь же на ней. Повторимся. Загрузка в лодке 562 килограмма. Отдых от морозков продолжается. Сняли прямоток. Сейчас ставим улитку. Будем делать замеры. Сначала померим тягу на швартовых, а потом пойдем на ограниченном количестве топлива, на 10 литрах, сколько километров, ну и с какой скоростью мы пройдем. А Андрей уже 3-й час закручивает 30 саморезов. Насадка VT50, Сипро, китайская. И вот такие показатели. Это 202, это максималка.
203 максимум. Сейчас 4-е отверстие. Поехали! Жень, ну это неинтересно. Сколько? Одно отверстие, там пару 208. килограмм поменялось по сути. Давайте так же сделаем. Еще одно сейчас поднимем. Так, 5-е отверстие, да? 5-е отверстие по дифференту. Добавляем обороты. Пока было максимум. Сколько килограмм? 210. Насадка ВТ-50 Сипро. 6-е отверстие, самое верхнее по дифференту. Сейчас Максимально. кого-то зальет. Ну да. Купаемся, капюшончик оденьте, Александр. А я думаю, что вы так плохо? Сколько килограмм? 212. 220? 212. А, 212. А там было у нас сколько 250. на прямотоке? 230, да? То есть разница 18 килограмм у нас. На одинаковых отверстиях. Слушай, На ну одинаковом что, всё. прямоток как бы эффективнее получается, да? Ну да. На швартовых уж точно. Но я думаю, что если грамотно подобрать комплект СИО, то он во всех режимах будет нормально работать. Вот у нас опять канистра заполнена 10 литрами топлива. Насадка у нас ВТ-50 Сипро. Сейчас будем замерять дальность хода, скорость при той же самой грузоподъемности. Груза, напомню, 562 килограмма у нас в лодке. Груз не меняется. Так, километраж мы обнулили. Сейчас начинаем тест. 10 литров. Все, садимся, поехали. Ну что, догоняйте? Если сможете. Закончили тест. Улитки ВТ-50 прошли 12 километров 870 метров. Максимальная скорость движения была 31 километр 31 400 в час. Прошли 12 870 на 10 литрах топлива. Скорость течения 7-7,5. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Поэтому однозначный лидер прямоток. Итак, хотелось бы сказать пару слов после первой части наших тестов.
так сказать, какие-то выводы и заключительное слово. Вот она, наша насадка, вот он наш прямоток. Что хотелось сказать. Вот сделали мы тесты. Смотрите, делайте выводы. Тесты были достаточно такие сложные, сумбурные. И погода нас там немножко подводила, и много каких замеров хотели сделать. Но какие мои личные мнения? Как всегда, появится куча там всяких советчиков. Вы не то делали, вы не так делали. Вы сделаете по-другому. Вот мы делаем, как делаем. Мы по большей части мы это все делаем для себя, для того, чтобы самим понимать, что мы эксплуатируем, на чем мы ходим, нужны нам эти решения, не нужны. Где-то что-то модернизировать, где-то что-то подделать. Поэтому, ну вот, так сказать, тесты, как они есть в нашем исполнении. Нравится, принимайте их для своих выводов. Не нравится, ну, значит, делайте свои, там, проходите мимо. Вот, то есть, что мы сразу обратили внимание? Да, эффективность у прямотока, она есть. С точки зрения тяги на швартовых, вот там, по-моему, если не ошибаюсь, 8%, я сейчас по памяти говорю. А с точки зрения прямоток экономичнее улитки, если не ошибаюсь, там в районе 20%. Да, цифры эти примерные, да, они много от чего зависят. Вот, кстати, по тяге на швартовых, если обратить внимание, то те замеры по улитке, которые мы делали здесь, в городе Красноярске, они у нас были повыше. Но мы это к чему относим? Скорее всего, так как мы были там уже в горах, было более высокое расположение речки, там, не ошибаюсь, 400 метров над уровнем моря были замеры. Смысл какой вот именно в наших тестах? Какая идея, скажем так, основная? Вот насадки надо испытывать на одном и том же комплекте. Потому что вот мы там видели там другие тесты, да, разные лодки, разная там, наверняка там разная форма вклейки днища, разная загрузка там. Одни там лодки с какими-то там одними решениями внутри, другие лодки с другими решениями внутри. Потом что там еще? Разные моторы, разная настройка моторов, разный бензин в этих моторах. Не знаю, там разная эффективность работы моторов. И ставится на одну лодку с одним мотором ставится одна насадка, на другую лодку с другим мотором ставится другая насадка. И потом делаются какие-то выводы. Но там столько факторов, которые влияют на эти результаты, что непонятно, какой процент во всем этом результате занимает там тот или иной водомет. У нас было по-другому. То есть на одном и том же комплекте, на одном и том же моторе, на одном и том же бензине, на одном и том же масле. Загрузка была там вплоть до граммов одинаковая. Мы просто меняли вот две насадки и делали замеры по скорости, по расходу и по тяге. Вторая часть будет какая? Мы уже в городе Красноярске, мы еще раз померяем тягу прямотока, померяем тягу улитки. Также это все сравним. Померяем здесь максимальную грузоподъемность прямотока и максимальную грузоподъемность улитки. На этом же комплекте, на этом же моторе. И это будет вторая серия. Хотелось бы сказать, вот много вопросов по прямотоку. Вот этот прямоток у нас с начала сезона. Он у нас, я не знаю, доставалось ли какому-то другому прямотоку столько, сколько досталось этому прямотоку. Этот прямоток сходил на Кензелюкский водопад. У нас есть отдельно прям 3 фильма про этот поход. Водомет выдержал все наши мытарства, все издевательства над ним. После того, как мы приехали с этого похода, для обслуживания, в том числе для замены вот того узла, по которому сейчас отзывная компания, Михаил попросил, мы выслали ему этот прямоток, он его нам обслужил, он там поменял вот эту часть, первичный вал, если не ошибаюсь, да, и когда мы делали ТО мотору, да, ТО насадки, нам показалось, что масло все-таки перегревается, и поэтому совместно с Михаилом, обсудив, да, мы сделали охлаждение. То есть вот это вот, можно сказать, что наше совместное решение. Михаил сделал, когда вот был у него прямоток, он сделал там такие как бы ниши. Вода поступает. Сейчас я, кстати, подниму мотор. Фу, поднял. То есть что было сделано?
Вот подача. Подача вот. То есть нам пришлось несколько раз менять углы подачи. Вот видите, вот она подача воды в охлаждение, в рубашку. Вот получается 2 захода, 2 отверстия. И здесь 2 захода, 2 отверстия. То есть мы сначала у нас, получается, подача не работала. Мы изменили вот эти углы. И здесь тоже изменили углы. Сейчас охлаждение работает. В рубашке вода. То есть получается теперь всегда есть холодная вода в рубашке вокруг редуктора. Потому что, ну, мы не знаем в самом деле, правы мы или нет, но было такое сомнение или подозрение, что масло там перегревается. Так, тесты. 3-я попытка. Решетка после всех наших мытарств, всех долбежек в хорошем состоянии. Есть, конечно, вот заусенцы какие-то прям. Пока не забыл, скажу, очень позитивно парни отзывались и были просто в восторге от насадки из-за того, от прямотока, что в него не забиваются камни. Если там за поездку на Кинзелюк, я не помню, там, ну, раз 15, на второй лодке у нас стояла улитка, раз 15 чистили улитку, то прямоток не чистили ни разу. Поднимали для контроля, поднимут, посмотрят, чисто и опускают и едут дальше. Вот такое вот удивительное одно из свойств. Ну, как бы тесты тестами, вы на них посмотрите, да. Еще что хотел сказать по поводу ощущений парней. Да, турбоимпеллер нужен, да, он эффективен. Упор у прямотока на белой воде, опять же, по словам парней, лучше, чем у улитки. Может быть, из-за турбоимпеллера. Прохватов с турбоимпеллером, вот когда вот там крутанешься, да, или еще что-то, вот первый вот этот прохват-подхват, так как турбоимпеллер стоит, он ближе к решетке, и, видимо, быстрее засасывает первую воду, то есть прохватов стало намного меньше. Ну, то есть их не больше, чем с улиткой. Вот, опять же, со слов наших парней. Вот здесь у нас самореза нет. Это мы, когда тестировали, снимали вот эти щеки для того, чтобы выхлоп. То есть получается что? Почему тяжело измерить у прямотока тягу на швартовых? То есть когда стоит на месте лодка, выхлоп идет просто вниз, и часть его тут же засасывается в решетку. На ходу-то, когда мы движемся, то есть потоком сбивается, да, выхлоп. А когда мы стоим вместе, он засасывается сюда, соответственно, тут же получается полупрохват, и никакой тяги нету. Поэтому пришлось вот там на природе снимать вот эти щечки, потом ставить их на место. Ну и вот саморез один парни потеряли. Ну и вот по отзывной компании. Сейчас производитель запустил после сезона эксплуатации отзывную кампанию. Все бесплатно. Присылайте прямоток напрямую производителю. Меняется первичный вал. Изготавливается в теле рубашка, пазухи такие. И вам также это все назад бесплатно присылается. Хорошо это или плохо? Ну, я считаю, что это очень хорошо. Откуда производитель может получить такой огромный опыт и такую огромную практику по своим изделиям, как не от пользователей. Поэтому да, изделие новое, да, предварительно оно производителем тестировалось. После этого вот уже сезон прямоток у пользователей. Производитель собирает статистику, собирает отзывы, прислушивается ко всем мнениям, в том числе вносит какие-то доработки. Ну, без этого никуда.
Да, кстати, у нас это не какая там особая улитка или какая-то там тестовая улитка. Мы такие же пользователи по этому прямотоку, как и каждый покупатель. Мы купили этот прямоток за свои деньги, поставили и эксплуатируем. Ну, мы много чего испытываем, но вот в том числе испытываем и прямоток. И также мы отправляли, как я говорю, Михаилу, также он там дорабатывал, присылал к нам, но нельзя что-то производить и без каких-то там новых нюансов, которые всплывают при большом опыте эксплуатации и при большом наличии изделий у клиентов. Только так можно там развивать какое-то изделие. Но по итогам сезона хочется сказать, что прямоток работает, прямотоку быть, то есть он уже у многих потребителей, спрос на него есть, люди покупают. Производитель расширяет линейку вот этих адаптивных пластинных валов для разных видов моторов. И в том числе, кстати, будет по отзывной компании на некоторые модели мощные вот этот составной вал. Тут же, получается, вот стоит стоит муфта и вторая часть вала. Вот этот составной вал будет меняться на сплошной вал. Но опять же, это исходя из практики. Поэтому звоните, пишите там нам или Михаилу. Михаил, производитель JetWolf. Все подробно будет рассказано. Стесали.